По игре Starfield совсем нет никакой информации. С момента анонса игры прошло немало времени, и вопрос о дате выхода игры стоит на первом месте. Мы уже потерялись в догадках, каждый предполагает свои версии. Я решил свести все доступные новости воедино, которые так или иначе могут намекать нам на год выхода этой игры. Ну и начнем, пожалуй, с самой свежей новости, а именно о консолях нового поколения, выход которых запланирован на зимнее время года. К примеру, компания Sony уже официально объявили, что их приставку PS5 следует ждать в конце 2020 года, примерно с октября по декабрь. В тот период времени, когда обычно как раз и выходят все крупные релизы, ближе к зиме, к новогодним праздникам, когда на улице погода не очень, и люди предпочитают залипнуть в видеоигры дома в тепле. Ну а когда им еще это делать? Лето не самая лучшая пора для видеоигр. Летом же проводятся игровые выставки и мероприятия, включая самое крупное игровое событие E3, куда съезжаются журналисты со всего мира. Есть все основания полагать, что Starfield покажут именно на выставке E3 2020 года. Почему? Объясню немного позже. Я думаю, мы увидим полноценный трейлер игры со всеми деталями и комментариями от Тодда Говарда. Не сомневаюсь, что представлять игру будет именно он, возможно, на пару с Питом Хайнсом. Как ранее уже было известно из интервью, которые я обозревал на канале, разработчикам студии уже задолго до официального анонса приставок были известны все их технические возможности и требования, а потому игра делается уже с их учетом. Однако разглашать их они, что логично, не могли и не могут, но то, что игра уже адаптирована под новые приставки, это факт. Я не удивлюсь, что у Microsoft и Sony может быть какой-то взаимовыгодный договор с такой крупной компанией, как ZeniMax Media. Ведь продвигать свой продукт, если ему будет сопутствовать такая масштабная амбициозная игра, как Starfield, гораздо проще. О том, что есть какие-то договоренности, говорит тот факт, что Bethesda уже обладает всеми данными об этих консолях и делает игру уже конкретно под них. По оптимистичному прогнозу можно предполагать такой исход событий, что летом 2020 года на выставке E3 происходит официальная презентация консолей и игры Starfield, а ближе к зиме, спустя полгода масштабной рекламной кампании, старт продаж этой продукции, как приставок, так и самой игры. Тут все карты сходятся, это наиболее оптимистичный и, что самое главное, реалистичный вариант развития событий. Конец 2020 года, одновременный выпуск консолей следующего поколения и ожидаемого многими долгостроя Starfield. Казалось бы, это все теории, но пока я делал это видео и искал какую-либо дополнительную информацию по теме, мне попалось видео от иностранного видеоблогера, который показывал скрины сайта регистратора товарных знаков и историю подачи заявлений на продление торговой марки Starfield. Я покопался сам лично во всем этом бардаке, ведь все эти данные есть в открытом публичном доступе. Я зашел на сайт регистратора, ознакомился с материалами, и действительно, у компании ZeniMax Media есть 6 месяцев на то, чтобы продлить права на торговую марку с августа 2019 года. Этого требует закон. Зарегистрирован торговый знак Starfield был в 2011 году. По закону компания обязана доказывать использование торгового знака между 5 и 6 годом после регистрации. Тизер Starfield нам показали в 2018 году, как раз спустя 6 лет после подачи регистрации. Если бы анонса не произошло, торговый знак бы аннулировали. Теперь вы понимаете, почему был показан такой пустой ролик, из которого понять ничего невозможно. Этого, по сути, требовал американский закон по работе с торговыми марками. Процесс продления товарного знака и подачи документов весьма муторное занятие, а также стоит определенных денег. И что самое важное, заявитель может подать в общей сложности 5 запросов на продление, и запрос не может быть подан более чем через 36 месяцев с момента подачи разрешения использования товарного знака. На все про все дается 3 года. Смотрим историю подачи заявлений. Начало берет в 2017 году. В 2020 году товарный знак должен использоваться, иначе его аннулируют. В общем-то, эти все дела мутные, но все указывает на 2020 год. И выход Next Gen консолей, и окончание действия торгового знака Starfield, если он не будет использован по назначению. А потому есть все основания ждать игру в конце 2020 года. Ну или как минимум много информации по ней. Радостное это известие или же это вилами по воде, решать вам. А потому пишите все свои мысли в комментариях. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Ставьте лайк, если бы хотели видео почаще. А с вами был Дэнни Марс, и до новых встреч!